Здравствуйте, друзья! С вами второй выпуск «Навигатора». Сегодня я расскажу вам о том, как сэкономить на жилье в Киеве, где лучше питаться и сколько денег нужно брать с собой. Я нахожусь на центральном железнодорожном вокзале, и вероятнее всего это первое место, в котором вы окажетесь в Киеве. Та-та-ра-та! Поехал поезд! Та-та-та-ра-та! Давай, пока! На мой взгляд, поезд – это самый доступный и удобный вариант. Но попасть в столицу можно абсолютно разными способами. Например, автобусом, автомобилем, самолетом. Можете попробовать, конечно, и вплавь по Днепру. Решать уже вам. Если бы я была мажором и летела бы на мажор, я захожу в свой частный рейс, сажусь, самолет расправляет крылья и такой жу-жу. Друзья, в этом выпуске я буду говорить о самых бюджетных вариантах, потому что лично меня всегда в путешествиях привлекала возможность найти варианты подешевле, где найти жилье, где питаться, для того, чтобы привезти домой много всяких интересных штук. Как раз на мейджоре можно будет классно пошопиться в секрет-шопе. Киев считается одной из самых недорогих европейских столиц. За 100 американских долларов здесь вы получите 2665 гривен. В общем, поменяла всего лишь $100, а такое чувство, будто крепочка замедатила на шестой. Ух! В общем, этих денег мне хватит на все 5 дней пребывания в Киеве, и даже еще останется на Аркану на Джаггернаута. Классно я придумала. Конечно же, первое, о чем нужно позаботиться по приезду в Киев, это поселиться. До поездки я забронировала себе хостел, так что сейчас без промедления поедем туда. Можно было бы, конечно, поехать на Uber за 40 гривен, но я выбираю более быстрый и надежный вариант. Это, конечно же, метро за 4 гривны. Вот на 20 гривен вы получаете 5 жетонов, 5 поездок. Три линии метрополитена пересекают все 10 районов города. Сейчас мы находимся на станции метро «Вокзальная». Наш хостел находится на метро «Олимпийская». И чтобы туда доехать, нам нужно по Красной ветке проехать 3 станции, делать пересадку на станции метро Крещатик и по Синей ветке проехать еще 2 станции. И вуаля, 15 минут, и мы там. Раз уж мы едем на метро, я решила сделать небольшой круг, чтобы показать вам одну из прелестей киевского метрополитена. Вы только посмотрите, какой шикарный вид открывается на Днепр. Потрясающе. Так что поездка в киевском метрополитене может быть не только скучной, но еще и интересной и живописной. Река Днепр разделяет Киев на 2 части. На правом берегу находятся достопримечательности центра, а также основные транспортные узлы. Ну а на левом берегу находятся спальные районы. Но если смотреть на карту, то правый берег относительно Днепра находится слева. Что за незадача, скажете вы? Так думают и многие туристы, которые приезжают в Киев и потом случайно путают берега. Но на самом деле все просто. Нужно становиться лицом к устью реки, а спиной к истоку. И тогда картинка вся складывается. По правую руку будет старый город со всеми его достопримечательностями, а по левую спальные районы. Вот такая вот занимательная география у нас. Не, я смотрю, ты там берега у себя попутал. Что, не можешь правый от левого берега отличить? Не помнишь, в школе силу Кориолиса учили? Не, ну ты даешь, но после этого выпуска ты будешь вообще различать берега и никогда их не спутаешь. Кстати, я сейчас нахожусь на станции метро Арсенальная, и это самая глубокая станция метро в мире. Википедия говорит, что расстояние от поверхности земли до платформы составляет 105 метров 50 сантиметров. Мне стало любопытно, я решила провести эксперимент и определить, за какое время я смогу подняться наверх на 2 эскалаторах. Так что пойдем. Фух, 4 минуты 26 секунд. Это явно не самое лучшее время, которое я провела в метрополитене.
Ну что ж, на сегодня эксперименты окончены. Сейчас едем в хостел, уже пора поселиться. Жилье я подыскивала на букинге и в первую очередь руководствовалась вопросами цены и локации. Мне удалось найти, как я считаю, очень хороший вариант недалеко от Дворца Украины с суточной ценой в 130 гривен. И по моему мнению, это отличная цена за проживание почти в самом центре столицы. Хостел находится в 5 минутах ходьбы от метро Олимпийская и 10 минутах ходьбы от Дворца Украины, так что расположение вполне удачное. Как видите, хостел находится в самом обычном жилом доме. Здесь даже нет вывески. В общем, это мой второй подъезд. Мне сказали позвонить в квартиру номер 41, что я, в принципе, и сделаю. Пустите! Пустите! Да. Может, я что-то не так делаю? Ну, звонит же, звонит. Нелегкая работа репортера. Ну что, вот мы и в хостеле наконец-то будем селиться. Это наша комната. Всего в хостеле есть несколько комнат. Нам дали эту. Сегодня здесь никто не живет, только мы. Вот у меня такая кроватка будет. В принципе, матрас ортопедический, спать можно и будет, я думаю, вполне удобно. В принципе, хостел ничем от других не отличается. Все так же, как и везде. Кровати, душ, кухня и так далее. Ну, что нам задротам надо? Только поспать, поесть и в дотку поиграть. Пойдем посмотрим на ванну и на кухню. Здесь есть ванна, умывальник, стиральная машинка, а также газовая колонка, которая обеспечивает горячей водой круглогодично этот дом. Так что все good. Пойдем дальше. В кухне также есть все необходимое. Здесь вам и холодильник, телевизор, микроволновая печь, просто газовая плита. Даже тут можно самому себе что-то сварганить, там суп какой-то или еще что-то, бутерброды. Так что, если вы будете в Киеве, можете остаться. Вот здесь называется хостел Олимпийский. Что ж, мы поселились, а теперь можно двигаться дальше. Когда компания Valve объявила о том, что мейджор будет проходить во Дворце Украина, то некоторые киберспортивные деятели выразили недовольство относительно того, что, мол, помещение уже не такое новое, что зрительских мест не так много и что они вообще неудобные и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но что на самом деле главное для зрителя? Самое главное, чтобы была классная атмосфера, крутые игры и шоу. Все, нам больше ничего не надо, хоть до коленки вы этот турнир проводите. Тем более, что здесь-то площадка уже накатанная, здесь не проходил ни один StarLadder, и все было круто. Поэтому больше оптимизма, гайс, я думаю, здесь будет очень классное шоу. Зал Дворца Украины вмещает больше 3700 зрителей. Сцену отовсюду видно хорошо. Я посидела на некоторых стульях наверху и сзади, так что могу смело сказать, вы будете все прекрасно видеть. Стулья вполне удобные. А также хочу заметить, что здесь замечательная акустика, потому что при проектировке Дворца Украины архитекторы использовали какие-то суперноваторские методы, поэтому здесь звук очень чистый и красивый. Нам осталось только дождаться того момента, когда на этой сцене впервые покажут доту. Кайф, благо ждать осталось недолго. В Киеве большое количество заведений национальной украинской кухни, а также ресторанов с кухнями разных народов мира. Любой найдет себе еду по вкусу. На улицах, особенно в центре города, множество точек с фастфудом. Хот-доги, чебуреки, шавермы и мобильные кофейни есть практически на каждой улочке. Лично я частый гость подобных улиток, потому что я просто обожаю какао с зефирками. Потому что ты вроде как и какао пьешь, и зефирками закусываешь, и голод как рукой снимает. Вот такое вот пол-литровое удовольствие и счастье стоит 27 гривен. И, да, кстати, не слипнется. Если
вы приехали из-за рубежа, то обязательно зайдите в любое традиционное украинское заведение и отведайте борща с пампушками, а также вареничков. Просто обязательно, ребята, вы не пожалеете. Что же касается цены, в недорогих столовых или кафешках вы смело можете покушать гривен на 50-100, тем более если вы придете сюда во время бизнес-ланча или счастливых часов. Если мы говорим о фастфуде типа хот-дожных, шаурмичных и булочных и так далее, то рассчитывайте примерно на цену в 30-40 гривен. Если мы говорим вообще о средней цене, то рассчитывайте на то, что один раз покушать в Киеве вам обойдется в плюс-минус 70 гривен. Ну, а мне, конечно, обходится меньше, потому что я наедаюсь какавкой с зефирками. Ну, и вообще я там небольшая, и мне вроде как немножко надо. Ну, в общем, ладно, ребят, я уже буду есть. Можно? Борщик. Давай, иди ко мне. Иди, моя вкуснятина. В каждом выпуске я буду есть борщ. Ой, это очень вкусно. С мясом, с капусточкой. Еще и варенички с капусточкой. Мои любимые, кстати. А теперь посчитаем бюджет поездки в Киев на 5 дней на даты мейджора. Мы не будем брать в расчет билеты до Киева, а посчитаем только проживание, питание и транспорт по городу. Проживание в хостеле на 5 дней составит 650 гривен. Питание обойдется чуть дороже. Рассчитывайте, что трехразовое питание обойдется вам плюс-минус 200 гривен в день. Итого умножаем эту сумму на 5 дней, получаем 1000 гривен. И рассчитывайте на то, что городской транспорт будет обходиться вам примерно 100 гривен на все дни, если, конечно же, вы не будете разъезжать на такси. Итого, минимальный бюджет для 5-дневного пребывания в Киеве составляет 1750 гривен. Вот такие вот пироги. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что смотрели нас. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и познавательным. Ну, а мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Следите за нашим репортажем с основного этапа мейджора. С вами была Яна. И до скорых встреч на канале Натус Винцере. Всем пока!